Здравствуйте, дорогие друзья! Вы не перестаете нас радовать интересом к нашим программам. Я вижу, что в чате завязалась активная дискуссия по поводу детокса и грейпфрутов. И у меня такое впечатление, что нас слушают также и доктора, которые когда-то у меня учились или читали мои книги, потому что большое внимание в споре уделяется розовым грейпфрутам. Пишет нам Ольга и спрашивает: хотелось бы уточнить про грейпфрут. В Магаджине большой выбор местных красных грейпфрутов или розовых грейпфрутов. Оба вида поддерживают вторую фазу детокса. Вопрос. Да, правда, Ольга, вы правильно разобрались, вы все правильно поняли. Никогда не встречала в продаже white grapefruit. Тем не менее, их много. White grapefruit, он же желтый, то есть он не имеет розового оттенка, но их много. И просит Ольга внести ясность в этот вопрос. Почему идет акцент именно на розовые грейпфруты? Также сюда можно отнести там красные апельсины, например, тоже как вариант. Потому что эти продукты содержат ликопин. Ликопин, он красного цвета. И именно этот антиоксидант является активатором фазы 2 детоксикации. Хочу напомнить вам, раз уж зашла беседа о нутригенетике и нутригеномике, науке управления нашими генами с помощью еды, что в детоксе у нас есть две основных фазы. Фаза активации, когда у нас все попадает в организм, вот абсолютно все, что вы едите, пьете, чем вы дышите, попадает сначала на фазу 1, это фаза активации. И в процессе этой активации молекулы, они выглядят так, в природе они, как правило, интактные, они выглядят так, они открываются, и радикалы освобождаются с тем, чтобы дальше связываться и поступать в дальнейшие реакции. Когда эти молекулы попадают на фазу 1, то у нас идет активация их, то есть они как бы раздеваются, чтобы дальше пойти по различным путям обмена веществ и детокса, конечно. Во время активации у нас повышается уровень свободных радикалов, поэтому наличие фазы 2, собственно, детокс, является столь важным. И регуляция фазы 2 с тем, чтобы у нас был наиболее эффективный детокс, чтобы мы не нейтрализовали вот эти вот молекулы, является важнейшим стратегическим методом нутригеномики с помощью питания, как отрегулировать гены детокса. И основным активатором генов детокса является как раз ликопин красного цвета. Он содержится в розовых грейпфрутах, в красных апельсинах, во всем, что имеет именно такой красный цвет, вот как клубника, как помидоры. В помидорах очень много ликопина. Также их много в абрикосах, чуть меньше в персиках, но тоже есть. Очень много в тыкве ликопина. И также в таких оранжевых дынках. Знаете, вот видите, такие маленькие круглые оранжевые дынки. Там тоже много ликопина. И он является основным активатором фазы 2 детокса. В нашей линейке есть специальный препарат, он был одним из первых мною создан, который называется Ликоджин. И именно этот препарат улучшает детокс, он содержит ликопин в высоких концентрациях и не только. И он влияет на фазу 2 детокса с тем, чтобы сактивировать этот важнейший процесс нейтрализации свободных радикалов и нейтрализации токсинов. Так что, дорогая Ольга, если вы даже не нашли белых грейпфрутов, неважно, что их в принципе много, может быть, вы не поняли, что желтые, они же белые. Розовые грейпфруты гораздо более эффективны в использовании, чем белые, именно за счет наличия ликопина. Друзья, у нас начинается осень, и это самое время для создания эффективных индивидуальных программ в фазе интенсивной фазе регуляции работы наших генов, гормональной поддержки, естественно, витаминной поддержки. Мы всегда пишем нашим пациентам такие программы в осенний период. Очень важно закрыть ноябрь. Очень важно. То есть вот этот интенсивный период, восстановительный, поддерживающий, он длится, как правило, 2-3 месяца, в зависимости от пациента и от климатического региона, где пациент находится. Ну, как правило, мы начинаем как раз вот с конца сентября и где-то до начала декабря, иногда дольше, мы проводим вот этот интенсивный курс активации
наших генов, в том числе детокса. Очень важно. Ну и, конечно, не забывайте о поддерживающих дозировках витаминов, особенно витамин D. Важнейшая история осенью. Можете начинать его пить уже прямо сейчас. О детоксе стоит поговорить дополнительно. И дело в том, что в России, по-моему, детоксом занимаются все. Это такая самая большая и активная тема. И здесь мне бы хотелось сказать пару слов о той моде, которая сейчас идет на капельницы с глютатионом. Сейчас идет бум просто в России на капельницы с глютатионом. Глютатионом начали лечить все. Мне это особенно забавно видеть, потому что у меня защищено еще в 90-е годы 2 диссертации на эти темы. Как раз детокс, фаза 2 детоксикации, в которой огромную роль играет именно глютатион. Гены-то детокса основные, соответственно, их продукты называются глютатион-С-трансферазами, которые осуществляют эти процессы. И о глютатионе мы знаем очень давно, об его эффективности. Но вдруг вспомнили, и слава богу, намного лучше глютатион, чем стволовые клетки и повальное увлечение ими, которое очень опасно. Итак, возвращаясь к капельницам с глютатионом. Да, это очень хорошая вещь. Меня многие спрашивают, а как вы относитесь? Я прекрасно отношусь. Мы даже ставим эти капельницы нашим пациентам в Москве, когда есть необходимость в этом. Значит, это прекрасный способ очистки организма. Но его нужно делать грамотно. Вы существенно повысите эффективность терапии с помощью этих капельниц на глютатионе, если будете принимать различные препараты и соединения серы. Напоминаю, что реакция, собственно, на что мы влияем, используя глютатион, это так называемая глютатион-С-конъюгация, то есть связывание глютатиона с токсином через атом серы. Без серы этот процесс не пойдет. Где у нас содержится сера? Сначала о еде. Она у нас содержится очень много в чесноке и в луке. То есть с питанием вы можете, пожалуйста, обратить внимание на использование этих продуктов. В нашей линейке создан специальный препарат высокоактивированная сера, которую мы всегда назначаем осенью для проведения эффективного детокса. Но также, если на приеме этого препарата вы будете ставить капельницы, то эффект у вас будет гораздо выше, чем просто от приема глютатиона. Что, однако, хочется подчеркнуть, что глютатион также продается в капсулах. Вот покупать глютатион в капсулах и пить – это достаточно бесполезная история. Он практически не работает или работает плохо. То есть лучше его использовать все-таки внутривенно. Хочу также сказать, что глютатион бывает в разных формах. И есть некоторые формы глютатиона, которые будут работать и в сухом виде, но их достаточно мало. Поэтому, чтобы не ошибиться, лучше подойдите к вопросу детокса немножечко по-другому. Но не пейте глютатион просто в капсулах, это не будет достаточно эффективно. Что еще важно сделать осенью и как это правильно сделать, мы расскажем в наших последующих программах. Всего доброго, до свидания.